Как тебя достать? Прости меня, хрупкое деревце, но мне нужен твой плод. Я же нажимал тебя! Я же тебя нажимал! Ты сказал мне что? Мне нужна веская причина, чтобы я срезал грушу. Канале, всем привет, с вами Бояра. Продолжаем Creepy Tale, часть 2, серия 3. В предыдущей серии мы все-таки увидели, нашли мы убитого, правда, уже домового. И встретили короля, который попросил нас, собственно, найти ему дочку. Вот она, дочка. Король обратился с просьбой спасти принцессу и дал мне ее карандашный портрет. Вот, а еще он дал нам кинжальчик. Кинжал, подаренный королем, настоящая реликвия. Ручка инкрустирована рубинами, а лезвие золотом. Вот, да, ты не забывай подписываться на канал, ставить лайк, дизлайк, комментировать. И поехали, продолжаем. Идем в лес искать, собственно, зло. Загрузка, опять загрузка. Пишу обе серии подряд, поэтому, возможно, она будет темнее. Глава 2, шаг в неизведанное. Так, вижу колодец, вижу ворону. Вижу грибы опять. Давайте опять грибы собирать не будем, да? Как в первой части. Угу, ясно. Ну ладно. Так, вижу что-то зарытое. Странно. Рядом с деревом вскопанная земля. Да-да-да. О, груша. Висит груша, нельзя скушать. Берем. О, здорово. Это этот. Странно видеть столь хрупкое деревце посреди этого мрачного монолитного леса. Плод слишком высоко, мне не дотянуться. Ну, потряси ты дерево, оно упадет. Оно же зрелое, груша зрелая. Я, кстати, вижу, это деревянный стукан какой-то. Железный Жуткий дровосек. стукан, застывший в неестественной позе. Впрочем, он превосходно вписывается в мрачное окружение. Ну, да, он деревянный, правда. Деревянные солдатики. Это Урфин Джус и деревянные солдаты. Кто еще не знает, это сказки по братьям Гримм. Ну, правда, там не братья Гримм были, ну да ладно. Так, идем сразу. Вот, вижу. Ох ты, опять лесовичок, здорово. Привет! Может тебе кекс дать? Будешь кекс? На, ешь кекс. Там один у меня лесовичок не съел, так что кушай сам теперь. Ну да, понравилось, окей. Ну, в принципе, мы для... А что, еще что-то? На грушу съешь еще. Нет, грушу не катит. Ну-ка, про его. Не работает. Так, а я не понял. Необычная ветка на шарнире и маленькое дупло. Маленькое дупло, да. Необычная... Че, то есть ты не будешь этим, да, оперировать? Просто я вижу тут два этих. Необычная ветка. Ладно. Вот только не прыгай туда. Мост сломан, а другой... Ну окей. Так. Старичок-лесовичок, что нам надо? Подожди, там какие-то два отверстия, как будто... Необычная ветка. Либо оно вот так вот двигается, либо там еще чего-то не хватает, потому что около дупла два отверстия. Но, судя по всему, надо ему еще что-то дать. Ну да, он хочет есть, короче, его надо чем-то накормить. Ладненько, сейчас найдем, чем тебя накормить. Я вижу просто янтарь, а янтарь здесь это в виде огня в лампу, поэтому, скорее всего, как-то надо... Воу, какой страшный, я только сейчас тебя увидел. Смотри, какое жуткое дерево. Так, ладно, пойдемте в дом, короче. Как же здесь темно. Уф. Кажется, над столом висит... Да, нам нужно янтарь найти. Вообще ничего не видно. Не, ну значит нам как-то янтарь надо взять. Может этого что там? Жуткий стук. Может тебя пырнуть надо? Нет. Может дерево пырнуть? Чтобы рубить ветку, мне нужны веские причины. Слушай, я хочу есть, я хочу взять грушу. Это веские причины. Может где-то ветку надо отломать? Странно видеть... Нам надо как-то взять янтарь, потому что янтарь это свет, а свет это нужно убрать в лампу. Но как взять янтарь, непонятно. Необычная ветка на шарнире. И что? Ну дупло, да. Подожди, мы тебя накормили, давай расскажи нам что-нибудь. А какого фига-то? Необычная ветка.
У меня больше нет ничего, у меня есть груша только. Грушу порезать надо. Ай, стой! Грушу, наверное, порезать надо, он не может полностью есть ее. Ну, конечно. Фигурное Что? семечко. Тебе семечко надо дать? Ну-ка, закройся. Семечко. А, зачем ты постучался? Я хотел... Закройся. Закройся. Все, закрылся. Нет, не закрылся еще, ладно. Семечко тебе надо, да? Нет? В смысле нет? Необычная ветка. Вот. И дальше что? И? 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 Необычная ветка. Так, нам нужно второе семечко. Нам нужно вторую грушу как-то достать. Кто-нибудь видит где-нибудь ветку какую-нибудь? По-любому должна быть где-нибудь ветка. Отломать ветку и сбить грушу. Ну, другого у меня, потому что варианта нет. Нужно сбить грушу, также разрезать. Ты, Жуткий может, мне стукан. поможешь? Нет, не поможет. Где-то нужно взять ветку. Но я ничего похожего на ветки не вижу вообще. Уху! Ворона, дай ветку. Туда не пускают. Может быть, срезать. Нет. Может быть, вскопать землю. Нет. А что тогда? Может быть... Из этого. Нет. Да ладно, ладно, не выйдет, так не выйдет. Странно видеть столь Как тебя достать? Прости меня, хрупкое деревце, но мне нужен твой плод. Я же нажимал тебя! Я же тебя нажимал! Ты сказал мне что? Мне нужна веская причина, чтобы я срезал грушу. А, ну хотя логично, да. Он сейчас знает, что грушу надо вставить в дерево. Ладно, ладно, окей, хорошо, режь. Это ты сейчас что сделал? Как ты кинжалом согнул дерево? Ладно, окей. Но я считаю, все равно это неправильно. Потому что это было неправда. Сейчас какая-то будет загадка с деревом. Нам надо будет как-то эту грушу уронить, янтарную, чтобы вставить в этот светильник, который в доме. Ладно, давай. Окей. Окей, дальше. Ага. Ага. И чё? А, нам надо дойти до той груши, что ли? Вот. И это сейчас уронить, да? Да, ну так это легко было. В смысле? 31. Сейчас он откроет, и мы желудь у него стырим. Да, окей. Ну, кстати, не сложно было вообще. Извини, лесовичок, извини. Ну, я тебя пирогом накормил. Я его накормил пирогом. Этот пирог вообще для другого был предназначен, человечка. Еще что-то выпендривается. Так, где тут лампа? Все, да будет свет. Ура! Да будет свет. О, это тут этот. Лопату вижу. Изготавливал дровосеков этих деревянных. Здесь дневник. Похоже, хозяин домика вел записи. Ой. 17 марта 1837 года. Для меня совершенно нетипично вести дневник, но я был просто обязан записать последнее происшествие со мной событие. Прошлой ночью в таверне The Drunk Dragon Inn, пьяный дракон, мне посчастливилось иметь разговор с одним крайне странным персонажем, закутанным во множество халатов, поверх которых был плащ с капюшоном. Внезапно, подсев за мой столик и угостив выпивкой, он начал разговор. Я не видел его лица, лишь два голубых зрачка сияли из темноты. Он поведал мне, что в озере Ухлуц, наверное, какой-нибудь, можно набрать живую воду, способную даровать неживым предметам разум и способность передвигаться.
Оживлять сейчас будем истуканов. Что мне лишь стоит смастерить хорошие деревянные болванки, которые в итоге станут мне верными слугами. Взамен он просил лишь отдать одного истукана ему в качестве оплаты за совет. Эта история не давала покоя мне всю ночь, и, дождавшись утра, я собрался в поход. Озеро выглядело совершенно обыкновенным, и, отругав себя за наивность, я уже было решил вернуться домой, но увидел странный блеск, блуждающий по воде. Вернувшись с несколькими бутылками живой воды, я сразу приступил к работе, без сна и отдыха проработав несколько дней. Я получил своего первого истукана. Плеснув немного воды на его лицо, я изумился, как резко изменились грубые и неживые черты лица моего деревянного ребенка. Глаза засияли, и первое, что он произнес, было «Здравствуй, отец, готов служить». Он разговаривал, но не двигался. Я подумал, что, возможно, ошибся в конструкции и сделал еще одного, но и здесь результат оказался таким же. Я стал экспериментировать с формой, деревом, но все мои старания были тщетны. Они могли говорить, но по-прежнему были не в состоянии двигаться. 12 июля 1837 года. Моя работа зашла в тупик, и я совсем отчаялся, когда в мою дверь постучали. На пороге стоял тот самый незнакомец. Ему было очень жаль, но живая вода из озера утратила всю прежнюю силу и теперь была способна даровать лишь разум. Для следующего шага мне нужно было отправиться к проклятому озеру Шакралтон и набрать из него мертвой воды, которая и заставит истуканов двигаться. Собрав все необходимое для опасной прогулки, я отправился в путь. Озеро встретило меня жуткой дымкой, и чем ближе я приближался, тем сильнее все вокруг погружалось во тьму, сквозь которую мне слышался жуткий шепот на неизвестном языке. И вот я почувствовал, что моя нога ступила в озеро. Окутанный черным туманом вслепую, я набрал первую склянку. Но стоило мне потянуться за второй, как жуткий шепот начал усиливаться. Я почувствовал, словно нечто огромное и непостижимое обратило на меня свой взор. Я начал ощущать, что теряю контроль над мышцами и волей. Не знаю, что спасло меня в тот день, но я успел сконцентрироваться, быстро рванул прочь и бежал до тех пор, пока родные края не показались на горизонте. Мертвая вода, набранная мной во время этой опаснейшей экспедиции, даровала истуканам силу и возможность передвигаться. Они верно служат мне и помогают в делах. 31 октября 1837 года. Мы были в лесу, когда пошел сильный дождь. По всей видимости, он вымыл всю мертвую воду из истуканов, и они застыли в тех позах, в которых были. Благо, у меня еще остались запасы мертвой воды и живой воды. Для создания новых помощников. В следующий раз нужно быть предельно осторожным и предусмотреть средства защиты, поскольку возвращаться на проклятое озеро я больше не хочу. Ну так зонтик надо было дать им. Так, теперь нам нужно найти живую, получается, воду и старую воду. Их. А как тебя? А как? Не понял? А? Я попробую, смотри. 1, 2, 3, 4. 3 и 4. Это 5. Это 3. Это 4. Все, работает? Не работает. Так, надо где-то подсказку Похоже найти. на чулан. На двери увесистый замок. Да, замок я вижу. Два, 1. Два, 4, 1, 3. Окей, почти угадал. 2. 2, говорю. 4. 1. 1. Ну что ж так далеко-то? И 3. Ну, треугольник. То есть идея была правильная, но немножечко не угадал с порядком. Ну, кто же знал? Как? Кто же знал, что есть? И тут ключик будет. Нет, это живая вода. Понял, сейчас живую воду выливаем на истукана, он нам рассказывает, где взять мертвую воду, и все заколосится. Жуткий истук. На, пожалуйста. О, голема, мы создали голема! Мальчик, благодарю тебя. Теперь я снова могу говорить. Окей, без проблем. Без проблем. Кто ты такой? Всего лишь часть великого Платана, превращенная Создателем в подобную ему форму. Деревья, камни, каждая травинка таит в себе жизнь.
но мы пребываем в состоянии, недоступном для общения с человеком. Ну да, это И есть. вот я Все деревья здесь, могут общаться. Снова среди вас. Значит, мой путь еще не закончен. Сколько раз на него уже эту живую воду, судя по всему, что он весь в синьке в этой, на него уже и не раз прямо эту живую воду выливали. Единственное, надо Ваш этот зонтик. создатель. Это его дом? Нет, он уже давно покинул этот мир. Походу, совсем давно. Здесь жил другой краснодеревщик, исчезнувший около года назад. Но озвучка Если, все-таки прикольная. конечно, стоя здесь, я не потерялся во времени. Грустно. Да. Так, и чё? Мальчик, вижу, ты заблудился. Все-таки они такие долгие. Помоги мне, а я выведу тебя из чащи. Опрысни меня мертвой водой, чтобы я Без проблем, снова где её взять? смог ходить. Где мне ее искать? Хозяин боялся оставлять ее в доме и хранил в земле возле хрупкого деревца. Окей, у нас как раз есть лопата. Там, кстати, слева еще раскопка есть, надо там тоже раскопать. Да, вот мертвая вода, отлично. Отличненько, пока поливать не будем, пойдем тоже копнем, потому что здесь что-то тоже явно можно копать. Лопата есть разрытая земля, поэтому будем копать. Давай, давай, копай. Оу. Ожидать сундук с сокровищами было бы глупо, но скелет... Ну да, там ключик. Это ключик от этого в доме, там от замка. Так это краснодеревщик этот. Ну ладно. Так, ну на. Капнем немножечко. Все, давай, выводи меня из чащи. Там мост надо построить, я только на мосту могу это. Спасибо тебе, мальчик. Полагаю, Ах знал ты, бы слишком козел! много. И теперь, во избежание Вот козлина, проблем, вот смотри, мы ему мне помогли. Опять же, придется вот он тебя убить. не думает о будущем. Он нас сейчас завалит, а пойдет дождь, и он снова опять превратится в деревянное полено. Ну ладно, окей. На! Отлично. Я надеюсь, не заново весь эпизод будет. Не, нормально. Вот, все, хрена с два тебе. Хрена с два тебе, ничего я тебе не дам. Пойдем откроем кибитку. О, здорово, Здесь ребята. целый деревянный отряд. Ну, здравствуй. Здорово. Давай польем тебя. Мертвый. Должно сработать. Если, конечно, написанное в Они сейчас не будут бред тупые, но сумасшедшего. они будут ходить, и в итоге мы из них мост, скорее всего, построим. Привет, големы. Готов служить. В смысле? Пошли. Пошли мост строить. Подожди. Опа! Драться будем? Да, смотри, расстроился. А вот нехрен было меня подставлять. Пошли мост строить. Короче, я что хотел сказать. А почему? Я налил же на них только мертвую воду. Но он заговорил, как будто еще из живой воды капнули. Либо в них была живая вода, а с этого просто он на улице стоял и все смыло. Давай, делай мне мост. Ну можно и так, окей. Ну, в принципе, как вариант, почему бы и нет, я понял. Их там трое будет, и вот... Ну, что поделать, что поделать. Это была их судьба, это была их, как сказать, миссия главная. Ну, а ты там стой, да, вот что ты меня сделаешь? Можешь с тобой поговорить? А все, он не активен больше. Все, иди в задницу. Следующий. Хорошая процедура. Ну, нормально, можно на дрова было, конечно, пустить, и все, пошли. Давай, ну какой ты долгий, какая долгая анимация, все, пошли. Я готов служить новому хозяину. А у тебя хозяин-то, оказывается, с гнильцой, заметьте. Потому что сейчас твой хозяин тебя немножечко кинет в воду. Ну, блин. Ну, мне надо просто пройти на ту сторону, я ничего не могу с этим поделать. Давай быстрее. Эй, Полена, давай быстрее. Все, давай, пошел. Что ты там ноги разминаешь? Ну иди отсюда.
Я не знаю, это жестоко на самом деле, это жестоко, ну что поделать. Строим мост. Ну, плотниками мы не родились. Мосты строить не умеем, зато умеем топить поленья. Пойдем по бревнам. О, ребята, ну, блин, жалко вас, конечно, но тем не менее. Истукан может сослужить мне добрую службу. Да. Да. А получается... А, ну да, получается так и так, что мы бы так и так выкопали бы там ключ, когда нас бы этот завалил. И, ну, догадались бы. Ладно. Все? Смотри, стой. Армия големов. Ну-ка, иди сюда. Големы. Ну, нормально, пойдет, если что, вырежу. Големы нападают. Армия големов. Ну да, я считаю, я как друид, я как алхимик или кто там, кудесник. Кто там големов вызывал? Ну, в Диабло големов вызывал этот, волшебница и некромант. Здесь не знаю. Пошел. Все, пошли, мост готов. Охапку дров и мост готов. Давай, пошли. Видимо, все, это конец эпизода, и мы как раз закончим. Вы сослужили добрую службу. Да. Покойтесь с миром. Да. Нет, на самом деле молодцы, стуканы, и Урфинджус, и деревянные солдаты, это все. Все, давайте на этом заканчивать. Сейчас не знаю, правда, что будет. Сейчас посмотрим быстренько, одним глазком глянем. Все, полянка, игра сохранена, тем более великолепно. Я считаю, мы сегодня отличненько прошли. Ну, по эпизоду так в день все неплохо. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, дизлайк, комментируйте. Обязательно подписывайтесь на все соцсети. Ссылочка внизу в описании есть. Также не забывай подписываться на стрим-канал. Там вместе играем, общаемся, знакомимся вживую. Также пиши свои игрушечки в комментариях для прохождения. И пиши, что на канале хорошо, что плохо, а что можно лучше. И приводи обязательно своих друзей. Будет дружный и веселый коллектив. С вами был, ребят, Бояра, Каналя. И пока-пока.